Делаем мышек из обрезков кожи. Годятся обрезки кожи КРС. Кожа должна быть толщиной не меньше 1,2, лучше 1,4 до 2 миллиметров. От толщины кожи у нас зависит размер мышек. Чем кожа толще, тем мышка больше. И наоборот. По круглым шаблонам вырезаем заготовки и замачиваем их в воде примерно на полчаса. Вытаскиваем, кладем на салфетку, чтобы лишняя влага сошла, но не высушиваем. И начинаем работать. Под углом у нас располагаются глазки и носик, ушки, а дырочки на щечках для усиков чуть ниже. Еще нам пригодится кожа чуть потоньше и пластичнее. Это для ушек. Она чуть тоньше основной кожи, но не тонкая совсем, потому что на ней у нас будет лежать основное усилие. Ушки мы тоже замачиваем и начинаем работу. Снаружи вовнутрь уголком протягиваем вот это вот ушко. Ушки у нас в виде восьмерочки, и узкая часть у нас остается внутри, а широкие мы вытягиваем потом снова наружу. Пользуемся узкогубцами, потому что усилия там все-таки большие должны быть. Вот. Такие у нас получаются вот уже мышки как бы формованы. Выкраиваем усики. Усики — это узенькие полосочки тонкой плотной кожи, тоже с уголочками для протягивания. И тоже их замачиваем. Для работы я пользуюсь круговым пробойником. Можно использовать одинарные пробойники размером примерно от 1,5 мм, 3 мм для усиков и 5 мм для ушек. Но если мышка будет меньше, то и меньше будут пробойники. Для носиков я использую фурнитуру Хольнитены 3 мм, но для их установки нужен пресс специальный. Если у вас нет, значит будем искать другие пути. Также протягиваем ушки. Всего у нас 7 дырочек на мордочке и 1 дырочка для хвостика, если нужно. Если мы его по-другому как-либо не делаем. Протянули ушки, начинаем также протягивать усики. Усики у нас чуть поменьше. Они нам нужны, чтобы сделать мордочку остренькую. Ушки у нас держат форму всего тела, а усики у нас формируют остренькую мордочку. Поэтому их надо тоже вытянуть очень хорошо. Вытянуть. Помогаем вытащить усик с помощью узкогубцев. И сильно затягиваем. Так, чтобы у нас вот прям соединилось под усиками кожи. Чтобы под ними кожа у нас соединилась прям совсем. Вот так вот. Вот такая у нас уже почти мышка. А сейчас андулясьон на дому. Все виды парикмахерских услуг. И купирование ушей. Ушки подрезаем до той формы, которая нам нужна. Обрезаем лишние лохмотья на ушах, чтобы было красиво. Но не делаем их слишком маленькими, не увлекаемся. Они у нас все-таки должны топорщиться и держать форму, что главное. Постригаем ушки, придаем им форму, постригаем усики, укорачиваем. Если надсекаем, делаем надсечки как бы хрому, лишнее срезаем, если не нужно. Такие вот у нас уже практически мышки-красавицы. На противоположных сторонах заготовок я размечаю носик и хвостик. И вот по углу примерно 30 градусов, чуть меньше, у нас располагаются глазки, ушки. И внизу на щечках дырочки для усиков.
Вот так вот уже размечаю. И сразу прокалываем одинаковой величины глазки и носики. 3 дырочки, самые маленькие. Потом чуть крупнее у нас идут дырочки для усиков на щечках. И самые большие потом мы прокалываем дырочки для ушек. Примерно 4-5 миллиметров. Вот на мокрой коже мы можем еще это расширить немножко широким шилом. Если у нас будет плохо проходить, раздвигаются дырочки широким шилом. Когда кожа высыхает, она снова стягивается. Вот. Но уже потом никуда не денется все. Прокололи дырочки, устанавливаем носики. Тоже маленькие хольнитенчики на носиках с помощью пресса. Вот такие у нас блестящие носики у мышек. Рисуем ушки, такие вот толстенькие, восьмерки или неваляшки, не знаю, как кому нравится, но обязательно с хвостиками, чтобы мы могли протянуть их сквозь дырочки. Кожа может быть та же самая, но на более мягких участках. То есть у кожи, вы знаете, да, разные участки по плотности, есть помягче, есть пожестче. Для ушек помягче берем участки кожи. Для усов нарезаем полосочки. Зависит от величины мышки, побольше или поменьше у нас уши и усы. И начинаем вот эту процедуру вытягивания ушей и усов. В общем-то, это требует усилий. Помогаем себе инструментами. У меня шило, вот широкое в работе, и узкогубцы. Вот такие у нас красавчики получились. Уже почти готовы, но еще не закреплен у них как бы характер. Еще они как бы полусырые заготовки, можем так сказать. И укрепляем характер с помощью клея ПВА. Клей даже для детского творчества подойдет. Немножко его даже разводим водой. И смачиваем наших мышек изнутри. Мышки у нас еще сырые, тоже сами по себе. И они хорошо втянут, этот клей. Клей обильно, но не так, чтобы он испачкал у нас внешнюю сторону. Нам пятна не нужны. Но он должен войти в структуру кожи, чтобы ее как бы укрепить изнутри. Скажем так, для формирования характера у нас должны быть какие-то внутренние убеждения. Вот клей ПВА будет у нас служить для этих мышек внутренним каркасом. Вот. И начинаем их формовать. Чтобы характер укрепился, мы используем вот зажимы канцелярские. Немножко их тоже вот выворачиваем, как шляпы, делаем такую поверхность и сверху придавливаем грузом. Чтобы не испачкать, чтобы они не приклеились и не испачкали поверхность, я использую что-то, в данном случае я использую пакеты из-под молока. У них хорошая такая плотная структура, к ним мышки не приклеются, хорошо удержатся. Так, мне помогают канцелярские прищепки сформировать нужную нам форму. Они их поднимают как бы в высоту. Вот такая у нас гвардия формируется, небольшая. Прошли уже испытания водой. Сейчас железными прищепками. И до огня тоже дойдем. То есть мышки у нас из плоских заготовок и даже обрезков кожи у нас получатся твердые, характерные персонажи. Очень забавные. И очень приятные. А все так. Без труда ничего не бывает. Вода, огонь, железные прищепки и наша сила формируют нам такое поколение мышаток. Вот они уже переночевали.
под прессом. Вот такие вот они уже жестенькие. Уже они там такими и останутся. Ну, еще им не хватает хвостиков. Хвостиков, которые прикрепят их к внешнему миру. Чем наши мышата будут заниматься в жизни? Вот в чем вопрос. Если нужна у нас подвеска для сумки, значит, делаем длинный хвостик. Брелок для ключа тоже определяем, какой длины у нас, как он будет крепиться к кольцу с ключами. Или это будет игрушка, или это будет сувенир. В общем, в зависимости от того, чем нашим мышкам придется заниматься в жизни, такие хвостики мы им и выбираем. Но сначала еще мы обжиг пройдем. Испытание огнем. Это не баловство, это мы опаливаем ненужные нам лохмотья. И плюс мы придаем характер усикам и ушкам. Закрепляем им форму. Они становятся немножко такие выгнутые. Это потому что коллаген внутри кожи, он сворачивается, начинает вот так вот топорщиться. Вот, и становится более жестким. То есть вода у нас кожу умягчает, а огонь ее ужестчает. Вот так вот. В общем, вы поняли, вода у нас кожу размягчает, огонь ее закрепляет, скажем так, сворачивает, закрепляет и удаляет лишнее. Немножко шерфовальным ножом, это я делаю заготовочку держателя колечка для брелочка. Небольшой кусочек кожи, тоже лишние лохмотья обжигаем, чтобы не топорщились. Стамеской отсекаем лишнее. Прикрепляем фурнитуру. Сначала приклеим. Клеем не надо очень толстый слой. Он должен немножечко подсохнуть и схватиться, как бы. Тогда он скрепляет. Жидкий клей, когда его много, он только вот выползает и дает грязь. Это не есть хорошо. Вот эта мышечка у нас будет подсыхать немножко. У этой мышки я тоже сделала хвостик, но сделала его петелькой. И тоже вот полукольцо для фурнитуры. Это тоже будет брелочком для ключей. То есть крепление хвостов тоже может быть разное. Как вам это в голову придет? Я думаю, фантазии у всех хватает, что сделать с этим. Если хотите закрепить вот такой вот петелькой, то сначала надо на полоске вот сделать такую надсечку и продеть просто. Это несложно. Я думаю, все справятся. Пробиваем дырочку напротив носика. Старайтесь придерживаться так, чтобы он не искривился потом. И вот уголочек продеваем изнутри, и потом в прорезь продеваем петельку. Это мы делаем носик ниткой черной. Если у нас нет возможности поставить заклепку, то можно сделать вот такой вот черненький носик. Несколько раз прошить черной ниткой через край в ту дырочку, которую мы сделали для носика. И потом закрепить иголку. Закрепить нитку так, чтобы она не выбралась. Вот такие вот у нас мышки. Брелочки, подвески на сумку, детские игрушки, сувенирчики. В общем, кому какая жизнь. Я знаю мышку, которая уже 12 лет служит брелком.